Всем привет! Автомобили АвтоВАЗа всегда позиционировались в нашей стране как доступные машины для народа. Та же Лада Гранта в самом начале своего пути стоила чуть менее 300 тысяч рублей. Да, ее нельзя было назвать современным или безопасным автомобилем, но свою основную функцию она выполняла. Едет и точка. При этом стоимость ее обслуживания всегда была более чем приемлемой. Запчасти есть в любом автомобильном магазине, а отремонтировать можно в любом гараже или самостоятельно. Но с годами цена на нее росла, и в какой-то момент она стоила уже не 500 тысяч рублей, но все еще оставалась самым доступным новым автомобилем. И вот наступил роковой 2022 год. После начала СВО АвтоВАЗ был парализован несколько месяцев, и в июне, поднатужившись, вывалил нам упрощенную Гранту в комплектации Classic 22, без подушек безопасности, ABS и ESP. И это чудо стало стоить еще дороже базовой Гранты до начала СВО. 678 300 рублей просил АвтоВАЗ за этот автомобиль. Но на днях цены на Ладу Гранту выросли уже второй раз за год. В первый раз базовая Гранта под удар не попала, но во второй раз зацепила и ее. Теперь самая дешевая комплектация Classic 22 стоит от 692 300 рублей, подорожав на 14 тысяч. Самое смешное то, что эта комплектация больше не производится. Еще немало экземпляров стоит на складах дилеров, но повышению цен на нее это ни разу не помешало. Поэтому даже за базовую версию ее считать неправильно. А вот вторая по стоимости комплектация Classic, которая по факту и является базовой, теперь же стоит не 725 тысяч рублей, а 739 тысяч, подорожав на те же 14 тысяч. А вот Lada Granta с 16-клапанным мотором, о начале продаж которой было объявлено на прошлой неделе, не успела еще появиться у дилеров, как уже успела подорожать. На прошлой неделе АвтоВАЗ официально объявил о ее стоимости – 845 900 рублей, а уже сейчас она успела подорожать на 5 тысяч. Больше всего в цене выросла Гранта Liftback в комплектации Club, где прибавка составила 39 тысяч рублей, и теперь она стоит 895 тысяч рублей с 90-сильным мотором. Также в стоимости выросла и Lada Niva Travel. Прибавка в цене составила от 18 до 28 тысяч рублей. Меньше всего подорожали топовые комплектации Lux, Black и KHL. А вот желающим приобрести более дешевые комплектации повезло меньше. По каким-то причинам АвтоВАЗ на них поднял цены на 28 тысяч рублей. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов. Поэтому если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылки на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Теперь цена на Niva Travel начинается не от 1 миллиона 15 тысяч, а от 1 миллиона 43 тысяч рублей. Почему базовая комплектация подорожала на 28 тысяч, а самая дорогая на 18, остается тайной. По всей видимости, спрос на них больше, поэтому завод хочет заработать с них больше. Насмешила самая дорогая комплектация KHL, которая появилась в рядах внедорожника после того, как АвтоВАЗ стал спонсором континентальной хоккейной лиги. Разница в стоимости между комплектацией Black и KHL составляет 90 тысяч рублей. И знаете, что получит покупатель за такую цену? Может быть, новый материал отделки салона, новую мультимедийную систему или какие-то другие улучшения? Закатайте губу. Господа, за 90 тысяч рублей покупатель получит шильдик KHL на пятой двери и порогах. И вот такой набор: рюкзак, кружка, ковры в салон и багажник, защитный фартук и сумку-органайзер. Конечно, зачем нам новый мотор или коробка передач, новый салон или нормальная мультимедийная система, подушки безопасности или ABS? Мы ведь так просили АвтоВАЗ о таких вот доработках. Спасибо, мы будем гордиться этим достижением до конца жизни.
А если серьезно, то не треснет ничего у Максима Соколова, чтобы за это просить доплатить 90 тысяч рублей, когда у этого внедорожника салон из 90-х годов до сих пор. Сверху салон Шнивы 2003 года, а ниже будет салон Нивы 2023 года. В максимальной комплектации КХЛ за 1,3 миллиона рублей. АвтоВАЗ «Стабильность века». Разница между автомобилями 20 лет, а салон каким был, таким и остался. Они даже подушки до сих пор не вернули в нее. О чем тут можно говорить? Зато цена на нее просто конь. Ах да, появилась мультимедийная система, которая смотрится просто ужасно в 2023 году. 20 лет назад она смотрелась бы аутентично, но не сегодня. А мы еще китайский кроссовер «Москвич» ругаем за цену в 2 миллиона рублей. Я считаю, что АвтоВАЗ вылезет из ямы, если построить дешевый массовый автомобиль. Всех это спасло, другого пути нет. Поверьте, чтобы доехать до работы и обратно, нужна магнитола и хорошая печка зимой. Грубо говоря, старая добрая Калина первого поколения подойдет. Народный автомобиль должен быть доступен для народа, а это означает, что цена не должна превышать 500 тысяч рублей. Любое предприятие зарабатывает либо на цене, либо на обороте. На сегодня у АвтоВАЗа нет оборота совсем. То есть, если повышать цены, завод станет банкротом. Ждем воплей от АвтоВАЗа о помощи от государства. А как считаете вы, какая должна быть адекватная цена Гранты и Весты сейчас? Пишите в комментариях.